Доброго времени суток. А почему снимаю это интро? Казалось бы, нас меньше 500 человек, но при этом уникальных зрителей за 28 дней последних больше 17 тысяч. И просмотров больше 56 тысяч. О чем это мне говорит? О том, что многие из вас приходят на мой канал впервые. А если вы уже постоянный зритель, вы можете переходить в тайм-коды, вы понимаете, куда вы пришли, просто открывайте уже те тайм-коды, которые вам комфортны, и смотрите выборочно или полностью на ваш выбор. А если вы впервые на канале, и если вы пришли на конкретное название и хотите посмотреть все об этом, что в названии, и думаете, что там будет такая вот точная инструкция, то, пожалуйста, посмотрите это интро, оно точно для вас, чтобы вы не были разочарованы, чтобы вы были в комфорте и чтобы вы понимали, как так получилось, что такое название и такое содержание. А я начну ответ с короткого убеждения, что когда вы смотрите какие-то инструкции, они не особо помогают. Инструкции записывают конкретные люди, которые разбираются в чем-то, у них там другая сборка компьютера, у них другая сборка софта. Вы посмотрите, придете домой, попробуете, у вас ничего не получится, вы расстроитесь. А что делаю я? Полную противоположность инструкции. То есть у меня идет будний веб-код блогера США, где я показываю разработку, как я разрабатываю IT-продукты. И вы смотрите, что у меня где-то что-то получается, что-то не получается, часто не получается, как я решаю эти сложности. И вы формируете уже свою IT-насмотренность, и вы тогда уже начинаете делать самостоятельно, и у вас все получается. Так что я здесь для вас, чтобы у вас получалось создавать ваши IT-продукты более качественно, ну или вообще, чтобы получалось, но желательно более качественно. Я надеюсь, что именно это то, чем может быть полезен мой контент для вас. Итак, мы плавненько подошли к тому, что у меня есть то, чем я живу. Вот я создаю IT-продукты, и я записываю стримы, которые обучают. Я ими делюсь. И после того, как я записал, ну, допустим, там час, 2, 3, 4 часа, бывают у меня такие видео, то там, ну, в часовом видео там 5 каких-то полезных моментов, а в 4-часовом там около 20 полезных моментов. И мне надо выбрать что-то одно или несколько и вынести это на картинку, и вынести это в ограниченный 100 символов названия видео. И я выбираю, стараюсь не какие-то такие вот яркие названия, а фактически, что было сделано, чтобы, ну, как навигация, было понятно, что вы посмотрите и что будет внутри. Полное корректное описание — это в описании самого ролика, то есть там детально описано, что вы узнаете, если посмотрите этот ролик. Ну а вот в картинку выношу то, что посчитал правильным вынести что-то одно из того множества разнообразия полезностей, которые там внутри. Вот, так что если вы пришли на конкретное название, внутри будет и то, что в названии, и много еще дополнительных бонусов. А что я показал, как создаю? Да, то есть можно кликнуть вот сюда вот в плейлисты и глянуть, что приглянется. Среди этого множества плейлистов я выделю несколько, допустим. Вот здесь вот в самом низу находится создание сайта с нуля, допустим. И вот можно просто открыть и вот так вот смотреть с самого начала, как выбирается домен, как привязывается хостинг, как настраивается почта, где хостить бесплатно. Ну, то есть вот, да, это 27 видео, но зато у вас все получится. Это вот там первый плейлист, который есть смысл посмотреть. А здесь
ZAI, Minimax, Paperclip Orchestrator. Это если вы хотите, чтобы вот у вас была единая удобная система управления агентами. Один агент поручал второму, генеральный директор поручает задачу техническому директору, технический директор поручает там разработчику. И вот они между собой общаются и строят для вас продукт. Вот здесь вот показал, как это все настраивать, как запускать, и в том числе очень большую популярность имеет вот этот вот туториал на 4 минуты, где просто можно посмотреть. Кстати, спасибо, да, за спасибо. Спасибо за положительную обратную связь. Мне это очень приятно. Вот, то есть вы просто сбрасываете вот эту вот ссылку, и вы скачиваете, и ваш искусственный интеллект вам помогает все настроить. То есть там примеры документов, что как поднять, какие ошибки. Ну, то есть вот буквально вы бросаете одну ссылку вашему искусственному интеллекту, он все настраивает. Вот, то есть вот такой вот польза, да. Здесь я бы сказал, что роботы-парсеры и автоматизация, я считаю, что это очень полезный навык. Здесь я показываю, как выписывать автоматизацию, которая не завязана на искусственном интеллекте. То есть, грубо говоря, вы можете поручить искусственному интеллекту собрать что-нибудь с сайта, но здесь показана механика, как это все отрабатывает фактически, чтобы можно было построить такой алгоритм, который не использует искусственный интеллект. При помощи искусственного интеллекта написать что-то, что будет для вас бесплатно. Вот давайте можно так простыми словами сказать. И вот здесь вот как раз показано, как это сделать. Отдельный, ну, достаточно короткий, по моим меркам, 7 видео. Что у нас здесь? Создание гибридного Android-приложения. Это вот сейчас я активно занимаюсь этим проектом. И я начал там с самого начала, с открытия аккаунта и регистрации. И сейчас я вот уже нахожусь на том, что у меня идет внутреннее тестирование. И я выкатил вот это количество сборок моего Android-приложения уже в Google Play консоль. И сам их тестирую. И уже, я надеюсь, очень близок к тому, чтобы отправить это все на модерацию в Google. Я надеялся это сделать сегодня, но возникли дополнительные сложности. Надо записать видео, то есть моменты, которые не связаны с кодом, меня сильнее, наверное, останавливают, чем написание и создание кода. И последний по очереди, но не по значению, да, установка и настройка окружения. То есть я показываю, как я настроил все окружение, в котором я работаю. Просто можете зайти туда и посмотреть. Вот, так что такой вот обзор плейлистов, которые я рекомендую, но каждый найдет свое, то есть кому-то, может быть, ближе будет что-то другое. Я предлагаю просто смотреть как сериал, то есть взять какой-то сериал и вот его с первой серии дальше смотреть, чтобы вы были в контексте. Не вклиниваться там в последнюю серию, что вы ничего не поймете, почему там Рауль ненавидит Иглесиаса, да, и все остальное. Также провожу хакатоны. Вот каждый, ну, пока что провожу каждый месяц, дальше посмотрим. Ближайший будет в пятницу. В пятницу 10 числа страны-участники уже новые появились. Тема хакатона
организаторы, судьи, менторы. Что надо, чтобы поучаствовать, то есть шаги там прописаны. Вы получите вот такую вот личную страницу, подтверждающую ваши заслуги, и вот такие вот дипломы, которые можно сосканировать или пройти по ссылке, и вот откроется эта страница, которая для проверки этого диплома. Если говорить о том, как я связан с инвестициями, то можно сказать, что уже сильно меньше с ними связан. Если говорить о том, просто ли я начал веб-кодить или есть у меня технический бэкграунд, то у меня есть технический бэкграунд, но в том числе у меня есть гуманитарное образование, поэтому я стараюсь создавать контент, чтобы он был понятен и непрофессионалам, но я вот наблюдаю, что в том числе меня смотрят профессионалы, и в том числе те, которые иногда даже лучше меня программируют. Мой коммерческий опыт начался в 2018 году, так что я стараюсь показать вам мир технологий и свои архитектурные решения, чтобы вы создавали более качественные IT-продукты ваши и повышали вашу IT-насмотренность. Поэтому я надеюсь, что у вас все будет получаться лучше и лучше с каждым просмотренным видео. Как говорится, можно вечно смотреть на 3 вещи, как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Сегодня такая вот обзорная, не лекция, но и не выступление, но, в общем, я не знаю, какое-то такое вот обзорное, что было за последние 3 дня, потому что плотненькие были 3 дня. Что глобально происходило в моей жизни? То есть переезд из Windows, на котором я был 25 плюс лет, наверное, что-то там. Как вышел Windows, в общем, как вышла Windows 3.11 для рабочих групп, то я ее застал, вот, и я был в ней. Вот, по-моему, это было что-то 91 год, район этого. Вот. И я впервые в оболочке Linux, и для меня многое незнакомое, непонятно. Хорошо, что есть знакомые какие-то панели визуальные, какие-то окна, какие-то программы, которые я уже и так знаю. И это, конечно, сильно помогает. Но были какие-то сложности. То есть, допустим, сегодня обзорная вот такая вот, лекция, не знаю, рассказ о моей жизни, что происходило. То есть стандартный CLI, Command Line Interface, Cosmic Terminal, его невозможно переименовать вот здесь вот. То есть вот он вшит, и я не могу переименовать, как он называется. А в чем сложность? Я запускаю там, допустим, 5, 6, 7, 8 агентов, и невозможно помнить, где, что, кто делает. Даже если у меня есть реестр задач, которые я поручил, то в любом случае по реестру я должен знать хотя бы имя терминала, чтобы понимать, что он разрабатывает. Но мне приходилось просто читать, исходя из контекста, и вспоминать, что за задача была. Это было сложно. И поэтому вместо стандартного Pop!OS терминала мне пришлось установить вот такой вот терминал. Так, он там рядом работает. Я нажму Ctrl-Shift-N. Это новая вкладка. И вот такой вот уже приятный. Это Tilix. Вот. И здесь по нажатию клавиш F2 я могу просто задать имя. Имя. Вот оно пишет Tilix, имя. То есть это уже потихонечку я начинаю настраивать среду под себя, для того, чтобы эффективно
использовать Linux для того, чтобы эффективно записывать для вас записи. И с чем я дальше столкнулся, что мне необходимо как-то... Ну, то есть с этим мы справились, окей, это мы стираем. Я вам рассказал, что от родного ушел к Tilix, command-line интерфейсу, overlay. Дальше мне хотелось показывать вам клавиши, которые я нажимаю. Какие здесь есть встроенные утилиты. Ну, не встроенные, а все равно пришлось скачать. Show me the key. И когда я пользовался Show me the key, он был прикольный, но само окно визуализации нажатия клавиш не случались в on-top. То есть он проваливался постоянно за остальные все окна. Мне приходилось... Ну, он был просто нерабочим. Именно сложность с вот этим Pop OS, потому что здесь используется Wayland, и поэтому здесь в этом оверлее он так не работает, Show me the key. Я вначале починил быстро, чтобы он работал, чтобы он был на переднем экране, и мне искусственный интеллект предлагает, ну, сделай контрибуцию в Show me the key, размести свою библиотеку для фикса для вот этого Linux. Но мне как-то показалось, что думаю, ну, простая программка там по показыванию просто визуализации нажатых клавиш, по тому, что мышка, я нажимаю мышку, и там же, где клавиши визуализируют, они показывают там левая мышка, правая мышка нажата. Вот я думаю, ну окей, я просто напишу свою. Вот. И я начал писать свою. Оказалось, это очень сложно. То есть я думал, что я за пару часов напишу, но в результате у меня ушло где-то рабочих часов именно моей жизни. Около 40 часов за 3 суток я смог написать вот эту вот программку. Давайте ее запустим. Я думал, тут все просто оказалось. Если бы я знал, что это так сложно, я бы сюда вообще не нырял. Я бы вообще этого не делал, но я понял, что это сложно где-то после первых 10 часов, а уже вложенное время мне показалось, что вот я быстро сейчас закончу, но это оказалось, ну, где-то, да, где-то 45 часов, я думаю, за 3 суток. Вот, в режиме хакатона создал вот это. А что здесь добавил? Ну, мне интересно было добавить, запинить в футер. Я добавил эту кнопку сюда. Вот. Так она пропадет, а так она сразу запинена и добавлена сюда. Баг-репорты сюда накатил, что можно еще сделать скриншот, и он приложится сюда и пришлется сразу мне баг-репорт, если что-то не работает, то человек может еще там что-то себе написать здесь, и я это получу. Версию выкатил. То есть с чем у меня были сложности, ИИшка разрабатывает, и у меня старая версия. То есть, допустим, не применилась инсталляция, я говорю, ничего не работает, я проверил, опять не работает. Потом я понял, что я просто, возможно, сталкивался с этим багом в разработке мобильного приложения, что важно накатывать версию, чтобы проверять уже финальную версию, которая... Это у меня параллельно идет разработка по хакатону, это идет самозапуск круговых тестов на Playwright, часть написана. Вот это у нас там скоро хакатон. Давайте, через сколько у нас хакатон? Через 2 часа будет созвон, так что вот, если интересно, так, это у меня щадящая для глаз, вообще вот так вот выглядит. Вот это страны, которые участвовали в 2 хакатонах. Это организаторы, судьи, менторы. Это пайплайн, который мы записывали, что необходимо сделать. Так нарядненько.
как будет выглядеть пьедестал участников, их личная страница. Так что, если вам интересно получить вот такие вот дипломы за участие, за чуть больше, чем сутки работы, ну, можно сказать, что за 2 суток работы, то подавайтесь. А в следующем месяце я еще планирую проводить, но это слишком трудозатратно по времени, так что я не знаю, буду ли я еще проводить или не буду проводить, или, может быть, буду реже проводить. Ну, в общем, в следующем месяце еще планирую проводить, но дальше глянем уже. Вот, так что это уже совсем скоро стартует. И вот там еще параллельно идет разработка. Так что там еще параллельно идет разработка хакатона, потому что мы накатываем дополнительные какие-то варианты. Ну, то есть, допустим, вот это вот команды. Это тестовые команды, которые я создавал. Реальные команды, которые есть. И вот здесь вот должно что-нибудь новое появиться у нас. Пока что еще не появилось, но чуть-чуть изменился визуал. Вот. Смогли запушить. Не, это еще старая. Это еще старая, так что... видите, визуализация уже пошла, Ctrl-Shift-R. Вот, и опять возвращаемся к тому, что мы делали... Вот. Ctrl-Shift-R нажал, и пошло уже больше информации. Что здесь больше? Repo invite send. Но, получается, здесь не указано. Давайте я надиктую. Когда repo invite sent и invite accepted и тест push сделан, там надо проставлять статусы да или нет, то есть зеленая галочка, красная галочка, в зависимости от факта успеха, а не просто поставить эти статусы как URL-ки на что-то. Так что доделай, пожалуйста, это до факта, чтобы это все было проверяемо в активном режиме. Ну, дам ему контекст, о чем я это говорю, чтобы он понимал. И запущу в свободное плавание, чтобы он уже делал, пока мы с вами записываем это видео. Ну, вот видите, параллельно делаю разработку и записываю ретроспективные воспоминания вам, что делал. Вот так вот работает Dark Reader приложение Мне нравится, я получаю удовольствие от Dark Reader. Беленькая стала сразу таким не напрягающим для глаз. Так, вот оверлей, да, то есть давайте сравним, какие были. Show me the key. Получается, что было плохо. Он не держался на главном экране, то есть фактически я что-нибудь нажимал, а он не отслеживал это все. И мне это не нравилось. Так. Также... я запилил, да, свою. То есть здесь какие-то названия такие вменяемые, внятные, приятные, хорошие. У меня вот такое длинное название. Я опубликовал на Reddit, что создал такое вот приложение. И там комментарий первый говорит: я не знаю, этот человек либо гений в названии, либо он вплох в нейминге. То есть вот такое вот у меня длинное название. On-screen, keyboard and mouse click visualizer, always on top, overlay for Linux Wayland, Cosmic Sway, Hyperland, KDE Plasma, WL Roots. Как вообще это само название пришло? Потому что Show Me the Key непонятно. То есть некоторые из этих не показывают мышку. Где тут мышка? Keyboard плюс mouse клик надо, кстати, отдельно перенести. Или хотя вот keys only.
но лучше сделать это отдельно. Так, сейчас давайте параллельно вместе с вами не только сделаем, ну, потом забуду, где у меня все файлы. Да, покажу, кстати, вам workflow мой, что это код и где у нас... Так, нажимаю. Cloud. Ну или давайте надиктовывать. Прочитай все МД, которые в корне проекта, и до конца их прочти, а не первые там несколько строчек, и выполняй. Это первое задание, которое мы ему запустим. И второе задание. Второе задание — это ему дадим вот этот контекст. Я хочу какие-то отдельные, хочу отдельную строку для keyboard и отдельную строку для mouse clicks, потому что, ну и в таблице сделай это вместо yes галочка зеленая, понятная, а если нет, то x понятный, а если там что-то другое, отличительное от да или нет, то тогда такой вот восклицательный знак в желтом треугольнике и пояснение, что там не так. А здесь я тоже хочу разные строчки, автоматический режим и ручной режим, чтобы автоматический режим было показано, что это нигде нету, чтобы везде были крестики, а чтобы у нас был да, но про. Вот, это все у нас залито на гид. И почитай, пожалуйста, SDLC, чтобы у меня не спрашивать, публиковать или не публиковать сразу в продакшн. Вот. Запустили у нас еще одного разработчика, и давайте переименуем, что это у нас сайт overlay. Все отдельные строки плюс эмодзи вместо да, нет. Вот, запустили вот эту штуку. Ну, то есть оно меня бесит, что не изменить, да. То есть, что здесь было плохо, он проваливался просто за другие окна, и не было вот такого вот always on top. Именно в Native Wayland. То есть, может быть, на гноме оно работает, типа, адекватно, но именно на Wayland сборки не работают. А это как раз PopOS, это мы здесь. Хорошо. Значит, старый оверлей, это я вам рассказал. И что такое самый новый? Да, я не сказал, что такое самый новый. А вот дата их разработки. То есть, ну, я разработал в July 2026, а здесь последняя версия обновления — это март 2026. Этот проект от 2021 года, и это от 2025 года. Вот, поэтому я посмотрел, что адекватного продукта нету. Я посмотрел, какие у меня были жестокие сложности с публикацией в Paperclip. Add merger. Вот, то есть, что здесь было в этом Add merger GitHub Paperclip AI, это то, что я потратил достаточно много времени и выполнил весь процесс слияния по тому, как они привыкли, сделал pull request,
прошел все CI на GitHub Actions, но со мной ни учредители не захотели пообщаться, чтобы слить этот локализацию к себе. Инвестор даже мне ответил этого проекта Paperclip, а вот непосредственно учредитель эмодзи там буквально на мое сообщение поставил, что он типа посмотрел. Общался я с администратором и общался еще с контрибутором, который успешно наливает в Paperclip оркестратор. Вот, я помню это то, что я там неделю активно делал локализацию. У них большое приложение, локализацию было сделать, накатить сложно. Потом еще я раз, два, три, четыре, 5, 6 дней занимался тем, чтобы попытаться сделать контрибуцию в их репозитории. То есть, 2 недели, полмесяца я на это как бы убил, и никакого результата. Поэтому, когда я услышал о том, что давай сделаем PR-мерч в существующий проект Show Me the Key, помню вот этот вот опыт с Paperclip, то я сказал, да, в баню. Не, я не буду с этим заниматься. И во всяком случае я знаю, что то, что я напилю, это будет принято в основной репозиторий, потому что я его создаю, и то, как я хочу, он вот так вот будет работать. Видите, left click, right click, space, alt, shift, alt-shift-c. Если я нажимаю, то тут появляется вот так вот Alt-Shift-C сразу. То есть вот это то, что запилил. Вот это чем отличаюсь от конкурентов. Что тут еще оказалось? Локализация чуть-чуть там по оверлею ключит. Вот смотрите. Я переключаюсь на русский. И вот здесь вот эта кнопка выезжает вправо. Но мне уже не хотелось это все допиливать, потому что я, очень устал. Я думал, это задача на, максимум на 2 часа. А оказалось, что здесь мышка не отслеживается в Linux. То есть я думал еще сделать визуализацию под мышкой. В Windows это легко делается. А в Linux это приходится передавать вот сюда вот. Кстати, да, левый клик, правый клик, видите? И вот еще визуализация здесь по чуть-чуть делаешь, а потом думаешь, а еще раскладка должна быть другая, чтобы русский язык тут появлялся, или там любой другой язык появлялся. Тут вы видите, сколько языков. Куча. Английский, по-моему, в самом верху, и еще возможность поиска. Вот, так что, на самом деле, визуально кажется, что практически ничего. Потом глюки были с тем, как вот сюда вот можно ввести данные. То есть сейчас вот клик, и это видимое поле, а то это была единая плашка. То есть и у конкурентов там была единая плашка, и ничего не понятно. Тут нельзя печатать, тут можно печатать, никакого визуального отделения. Вот так все сделал. Где отображать это все выше, ниже, то есть везде по экрану это можно таскать. Вот, то есть это тоже все реализовано. Да, корректно отображается. Как быстро оно исчезает с экрана, постоянно остается на экране или исчезает. Кстати, здесь был глюк, то после того, как все они не исчезающие, то они залипали на экране, и когда отщелкиваешь вот это обратно, то они навсегда оставались, и появлялись только новые символы, и исчезали, потому что только к ним применялась вот эта вот исчезалка. Так что тут вот, когда начинаешь разрабатывать, ты просто ужасаешься, как много здесь всяких нюансов, чтобы это просто одна функция адекватно работала. Потом думаешь, окей, ты ведешь трансляцию, расскажу сразу про версию вам. Ведешь, допустим, трансляцию, и необходимо ввести какой-то пароль.
и все видят на экране, какой пароль ты ввел. И тогда я накатил еще защиту от того, чтобы показывались клавиши, которые нажимаются. То есть, видите, сейчас клавиши показываются, а сейчас уже пошло вот такое вот, что клавиши не показываются на экран, не транслируются. Но заходить каждый раз в настройки и переключать этот переключатель, это не прикольно. Поэтому добавил сюда еще сочетание клавиш, которые должны это делать. И вот они вначале делали, потом не переключали вот этот переключатель. Сделал, чтобы переключатель переключался. Потом еще системные настройки сюда. Потом это сделал вообще, что автоматически прячется, чтобы не надо было переключать. То есть у лучшего из конкурентов это вручную переключается. А у 3 конкурентов это вообще невозможно включить. Ну, то есть просто программу надо крашить для того, чтобы то, что пароль вводится, чтобы он не выводился на экран. У меня это сделано и вручную, как у конкурентов, и я еще решил, думаю, ну, попробую запилить какую-то профессиональную версию, которую продавать там, допустим, один раз за $1 человек купил, и на всю жизнь, и все обновления ему прилетают. Вот. Создал. То есть вот у меня, если я уже начинаю вводить какой-то пароль, я не знаю, где какой-то пароль надо вводить. Ну, в общем, это работает. Если я начинаю вводить пароль, то нету отображения автоматически. Ой, вот, это я запилил, у меня начало работать. Потом, значит, чтобы это работало как отдельная профункция, то мне пришлось создать отдельно, получается, мой основной репозиторий и отдельный репозиторий по профункции, потому что я ее буду продавать. То есть здесь, если это все open source, то есть вы можете просто вытаскивать. Ну, тут, видите, у меня достаточно много всего внутрь. Да, кстати, еще инфраструктура, которую я построил. Я построил такую инфраструктуру, что я разрабатываю то, что я разрабатываю, какие у меня здесь проверки, как я настроил своего искусственного интеллекта, который это все делает, оно у меня все остается в внутренней кухне, и я это не показываю наружу. А вот уже наружу я показываю результат, код и репозиторий. Кстати, интересно, почему не... да, потому что репозиторий это другой. То есть здесь Weapon Code Blogger Public, по-моему, это отдельная организация. Да. И вот здесь вот уже в рамках этой организации есть вот эта наша программа, которая лежит в паблик доступе. И здесь уже вот open source полноценный, который вы можете зайти и посмотреть, поклацать. Вот описание к нему. И создан на GitHub есть возможность создавать сайт. То есть вот я заливаю наш продукт, и в том числе я имею возможность залить сюда веб-сайт. И вот он веб-сайт, который тянется прямо с GitHub. То есть я просто написал индекс HTML, который лежит в проекте, и это формирует автоматически вот такой вот веб-сайт, который лежит на GitHub, и люди могут почитать про этот продукт, который я создал. Ну, вот это вот длинное название, которое у нас есть. Сравнение с конкурентами, что да, что нет, в каком окружении это вообще все работает. Ну, то есть у меня Pop! OS Cosmic, поэтому я понимаю, что это у меня работает. Я постоянно каждый день пользуюсь этой программой, поэтому поддержка этой программы, можно сказать, ежедневная, потому что я постоянно сам этим пользуюсь. И эта сборка, она, получается, автоматически распространяется еще на ряд других, где это тоже работает. Гном это устаревшее. Я так понимаю, что Wayland и Cosmic это уже более новое, поэтому вот работаю на более новом, потому что
позже присоединился, и у меня нету болезненного переезда с старой сборки на новую сборку. Так, про Deb отдельно расскажу. Я надеюсь, будет интересно. Так, сайт Deb. Рассказать вам. Да, вот видите, казалось бы, там разработки на 2 часа, но когда начинаешь нырять туда, то просто офигеваешь от того, насколько сложно все это сделать и реализовать даже простую какую-то программку. Окей, значит, по старым рассказал, а про те, которые без онтопа, то есть, ну, просто прячется, ну, просто перестает работать конкретно вот в PopOS и Wayland. А про рассказал, что автоматически защита не выводит, если вы кликните в input паролей, то вывод сразу прячется на вот такой вот. Вот такой вот. Сразу. Так, это у нас там разработка идет параллельно. Гид. Я рассказал, что есть гид для основной версии, есть гид для Pro-версии, есть отдельный гид для паблик-версии, чтобы люди видели и могли зайти и почитать этот репозиторий. То есть можно сказать, что как минимум у меня 3 репозитория, 2 приватных и 1 публичный. Сайт я рассказал, что создается, и вы просто заливаете ваш код, и у вас появляется вот такая вот страница автоматически. Ну и заливаете обновления, и сюда пересобирается. Это GitHub Pages, по-моему, называется. Или GitHub сайт. По-моему, GitHub Pages называется эта штука. Оно закрывается, и в фоне все равно все работает, как вот мне привычно. То есть вы можете видеть и следить, что я делаю. Так, возвращаемся к нашему плану. Deb. Это вопрос о том, как устанавливать этот скрипт. То есть после того, как вы создали скрипт, то первый вариант — это его запустить вот так вот скриптом. Кстати, я не уверен, что сработает скриптом запуск. Ну, во-первых, это не всегда удобно. Что-то может сломаться, переносы как-то могут сломаться. Вот так вот, если все скопировать, то, ну, это неправильно. То есть у каждой вот такой вот штучки, наверное, должен быть свой. Или, может быть, и сработает. И в чем прикол, что все равно такой запуск, скорее всего, не поднимет само приложение. То есть это надо будет удалить с сайта. Сейчас давайте глянем нашего разработчика. Он задал вопросы. Я потом почитаю уже после записи, чтобы это было не в вашем времени. Пока надиктую. Насколько я помню, вот так вот устанавливать скриптом, там нужно sudo доступ, потому что именно deb файл адекватно устанавливает, чтобы доступ был администратора, а без доступа администратора, когда мы устанавливаем, у нас overlay on top не работает. Если это действительно так, то, может быть, нам надо либо переписать скрипт установки, либо, может быть, его убрать с сайта. Это я просто тебе накидываю задачи, которые необходимо сделать. Когда закончу видеотрансляцию моего экрана, то тогда уже мы с тобой продолжим действительно к разработке. Пока что просто изучи. А сейчас я вижу, что уже у нас переписан скрипт, и здесь есть sudo. Sudo — это значит, что запуск от имени администратора, то есть, может быть, этот скрипт сработает для запуска, и я, зря переживал, так что, может быть, все и работает. То есть устанавливать можно вот так вот строчкой. Потом можно скачать вот такой вот deb файл, и этот deb файл, он, получается, открывается в магазине
в магазине Linux. Здесь мне не нравится то, что название не каноническое. Ну, надо ему сказать, что где это находится. Сохранить в clipboard, Enter. Скриншоты я еще не настроил. Мне не нравится то, какое название, неканоническое название в магазине Linux, то есть написано Keys Clicks, в то время как я хочу наше длинное, неудобное, но точное название, которое передает смысл, что делает само приложение. Так, это просто накидываем задачи, я потом самостоятельно сделаю. И вот так вот из магазина приложений вы можете установить и uninstall. И получается, это уже админский доступ, который дается через систему, и создать это все. Это как раз... Так, у нас здесь идет... Ну да, там надо отправить участникам имейлы, и поэтому у меня робот запустил уже создание шаблонов, чтобы я нажал только кнопку «Отправить». Сам отказывается отправлять, говорит, ты сам, но шаблоны я тебе помогу собрать, и вместе с скриншотами визуализации там уже должно все быть. Так что то, что открылась здесь вкладка, это все хорошо, я это одобрил предварительно, заранее. Так, насчет сайта рассказал. Вот он сайт. Насчет деба рассказал. То есть это отдельная сборка, где можно двойным кликом просто скачать и под Linux установить. Тоже вроде бы казалось, что ну что там, но деб накатить, сделать, поднять, там, чтобы он был доступен там через Linux магазин, тоже это, ну, время. То есть это тоже разработка. То есть 2 часа вот так вот и перерастают там, в 45 часов разработки. Магазин, ну вот это я рассказал, что оно подтягивается сразу через линуксовый магазин установки. Что я еще дополнительно сделал? Внимательным зрителям, кто дослушал до этого конца, ну, не конца, а вот как бы до этого момента, то дополнительно полезная информация, которая применима абсолютно к любой разработке, не только к тому, что мы только что показывали и обсуждали вместе. Что я сделал? Мастер репозиторий. То есть у меня разработка состоит из того, что есть CI, проверки локальные, GitHooks, GitHub, Code Owners, GitHook, commit message, pre-commit, pre-push, да, и вот они у меня закрытые, то есть я ими не делюсь. И когда уже мы заходим на публичный репозиторий, то здесь уже абсолютно ничего из этого нету. Здесь нету моих данных о том, как я создаю контракт. То есть вот базовое, с чем я столкнулся, когда работал с искусственным интеллектом, что он ничего не помнит, забывает, и у него сессии не длятся, поэтому я считаю, что вот одно из основополагающих таких вот видео, это вот здесь вот я собрал 5 багов. Да, длинное видео на 3 часа, но я рекомендую к просмотру, потому что это вот такая вот основа, если вы хотите разрабатывать, то есть смысл глянуть. И вот это на 2 часа 20 минут, это проект дизайн, это лечение этого всего. Рекомендую глянуть эти 2 видео. И они уже выросли у меня в контракт, который у меня там был. Ну, контракт еще тогда вот был написан, когда 2-часовое видео. И сейчас я это переименовал в «Практическая философия» документ. Здесь описано, как со мной надо работать, то есть
что я ценю, что для меня важно. И это MD-документ, который вот задает общую рамку цели. То есть я переехал на новый Linux, абсолютно пустой, начал разрабатывать какие-то продукты. Я помню, что искусственный интеллект — это умнейший напарник по разработке, и что он делает все классно, четко, правильно. Но я столкнулся с тем, что он тупица, который ничего не может сделать адекватно, что он забывает, порит, стирает чужое, творит какую-то вообще дичь, не может работать параллельно. И я подумал, а в чем разница? А разница вот буквально в этом. То есть, что здесь я использовал проект дизайн и контракт, а когда я переехал на новую машину, я забыл, что у меня есть определенные правила по созданию новых репозиториев, и я уже работал в состоявшихся репозиториях, и там уже это все отстроено. И я понял, что это я сделал его классным, работающим, работоспособным. То есть, если вы глянете там последние видео, то у меня здесь вот есть рекорд, что искусственный интеллект сам автономно работал 2 часа 11 минут, полностью довел до результата взятую задачу, сделал пиар, смерджил его, и я полностью доволен результатом. То есть вот, чтобы довести до этого уровня взаимодействия с искусственным интеллектом, то я использую практическая философия, навигация не энциклопедия и вот эти вот всякие ограничители. Знаете, вот как можно сказать, что искусственный интеллект — это высочайший профессионал, который может быть, я не знаю, как, с чем аналогию сделать, близорукий, допустим. То есть он сразу идет налево, идет направо, и если у него получилось пойти налево, то он начинает делать именно этим путем. Но вот эти вот ограничители, которые я выставляю, ему помогают идти к закрытым дверям, в которые он не имеет возможности попасть, и уже после того, как он потыкался в закрытые двери, то тогда он уже начинает идти в правильный коридор, который я для него оставил, и в рамках этого коридора он создает те IT-продукты, которые мне нужны. И я столкнулся с чем, да, то есть вот какая проблематика сама была, что в каждом проекте практическая философия отдельная. Ну, изначально это называлось Cloud Code Contract, Cloud Code Instructions, но в каждом проекте у меня свой файл. И если я в процессе что-то увидел, что он делает не так, то я ему начинаю говорить: внеси в этот файл вот такую-то информацию. И он вносит. Но после того, как он внес, это все остается в рамках одного файла. И мне приходилось вручную это разбрасывать там по остальным проектам, и поэтому я построил такую структуру, что у меня есть один мастер репо, мастерский главный репозиторий, где у меня лежит вот этот вот файл «Практическая философия». И я скриптом через GitHub Actions раскидываю этот файл по всем моим репозиториям автоматически, как только он заливается. То есть как только он заливается, GitHub Actions триггерит разброс по всем репозиториям. А здесь внутри репозитория стоит защита, что искусственный интеллект не имеет возможности писать в этот файл, и он стоит только с правами на чтение. Так вот я создал уже единую правду для практической философии, которая правится в одном месте и разбрасывается по всем репозиториям уже вот так вот я построил. Потом я пошел дальше. У меня есть репозиторий по нашему мобильному приложению. То есть вот здесь вот какая часть. Это переезд на Linux уже, переезд на Linux. Здесь у нас 46-я часть
мобильной разработки. То есть там 46 частей уже записано видео, и видите, там час, 4 часа, ну, почти 5 часов, да, если округлять, то 5 часов. Ну, достаточно такие объемные видео, и это я не все снимаю, чтобы вас не нагружать лишним, да. И практическая философия прижилась, этот MD-документ везде разбрасывается, и обновления везде приживаются. Я говорю, просто перечитай философию, он перечитывает и понимает, что ему нужно доделать в проекте, что не соответствует этой философии, концепции, то, как я люблю создавать IT-продукты. И я попросил создать тоже пустой репозиторий CI-ку. То есть какие проверки должны происходить и как они должны быть наверчены. И я вначале объединил это все в один репозиторий, то есть здесь практическая философия, и вместе с этим CI-ка тоже разбрасывается везде. Этим я сломал CI-ку, которая была уже накачана, которую я накатил в остальных проектах. Хорошо, что у меня те проекты, которые коммерческие, там, допустим, тот же мобильная разработка, то там еще стояла защита Code Owners, то есть без разрешения собственника, где я вручную принял в GitHub изменения, ничего не может быть залито в проект. И это спасло мои действующие проекты там по хакатону, по мобильному приложению от того, что я CI-ку полностью бы сломал. Просто авторазбросом. Да, так что еще одна дополнительная закрытая дверь и ограничения, которые я выставил, они меня спасли в правильных проектах действующих. И я перешел к тому, что практическая философия должна быть в отдельном репозитории, и разбрасывать ее правильно и хорошо, а CI-ку я выделил в отдельный репозиторий и начал его использовать для пустых проектов, которые я только создаю. То есть я, допустим, создаю новый проект, и я говорю, вот, скопирую отсюда все файлы, и мы отсюда продолжаем. Я думаю, вот такой вот шаблон, да, как бы базис создал, и от него будет проще двигаться. Но это все у меня не сработало. То есть CI-ка, которая сделана как шаблон, она не показывает, как все работает на самом деле. И мне пришлось отказаться от вот такого шаблона CI, и то, что я хочу, точечно приходится все-таки давать ссылки на работающие проекты, где это все уже создано в работающий механизм, чтобы искусственный интеллект посмотрел, как это по факту работает, и полностью перенес под конкретно наш проект, чтобы это сработало в рамках нашего проекта, там с переименованием и со всем остальным. То есть отдельная задача по CI-ке. Ну, CI-ка это CI. Да, то есть две буквы. То, как я просто называю CI-ка. Вот так вот. Потому что иногда сложно транскрипцию распознает, я думаю, и тут на всякий случай скажу, что за CI-ка. Вот. Это я вам рассказал. Мастер репо, контракт, философия прижилась, да. CI-шаблон нового репозитория не прижился. Так что вот внимательным и настойчивым зрителям, к которым вы относитесь, вот такая вот польза по мастер репо, который раскидывает везде вашу философию и правила, как вы любите создавать ваши продукты. И искусственный интеллект после этого уже становится умным и начинает делать то, что вы хотите. То есть вот буквально один файл, и он уже совсем другого качества продукт выдает. Не хаотическую какую-то. Ну, то есть одно из того, что там прописано, это вначале думай. То есть вначале, когда я создал просто новый репозиторий, он закатил рукава и погнал писать код. То есть он не подумал над архитектурой, не подумал над дизайном, он не подумал, какие элементы там будут, как это все правильно построить. То есть он не подумал над планом, что он будет делать и как будет реализовывать. Он просто увидел задачу, закатил рукава и погнал выполнять. И потом фактически сталкиваемся с тем, что есть какие-то куски,
которые логически не предусмотрены, как будут связываться между собой, и непонятно, как это все будет между собой работать. Везде все переписывается заново, ничего нигде не переиспользуется, то есть вот такие вот принципы базовые, которые вот здесь вот в старом видео, ну, старое, это не значит, что не актуальное, 4 месяца ему, я думаю, это принципы годами одинаковые. То есть, если вы почитаете какие-то учебники по тому, как правильно создавать архитектуру, дизайн, ну, или видео там, или обучающие материалы, если вы почитаете, то основа будет, философия, основа будет приблизительно одинаковая. То есть, годами неизменно общие принципы. Вот, поэтому это все надо зашивать. Ну что, я вот рассказал, поделился, что какие новости. Что меня еще радует? Меня жутко радует, что просмотров 95 тысяч и продолжает увеличиваться. Спасибо вам, что смотрите, спасибо, что даете обратную связь. Я не ожидал, что будет столько умных людей, которым интересно такой сложный контент, и я рад, что мы вместе. Желаю вам повышать вашу IT-насмотренность. Спасибо, что остаетесь с каналом. Создавайте ваши IT-продукты. Если вы создали IT-продукт, которым вы хотите поделиться, то есть, видите, вот какая-то аудитория, на которую вы можете рассказать о вашем IT-продукте. Пишите мне, как мне можно написать. Вот в Telegram просто в группу добавляйтесь. И можете там написать, что вот я накодил такое-то, заработал чуть-чуть денег, хочу в эфир, хочу на интервью, и, может быть, у вас будет больше пользователей после эфира вместе со мной. Так что я предлагаю, я открыт к бесплатному сотрудничеству. Так что со своей стороны еще дополнительно постараюсь, чтобы вы не только создавали более качественные IT-продукты благодаря IT-насмотренности, а еще и постараюсь помочь вам продвинуть ваш IT-продукт, чтобы больше людей им захотело пользоваться. Так что всех благ, финансового благополучия, создавайте IT-продукты миллиардники в долларах.